Всем привет, народ! Сегодня у нас на обзор приехал очередной инструмент от бренда DVTech, а именно шуруповерт. Бесщеточный двигатель, профессиональный шуруповерт, 120 ньютон на метр крутящий момент, 1800 оборотов, я так понимаю, максимальная скорость, минимальный нагрев. Друзья, про 120 ньютон на метр. К сожалению, я не знаю как и просто не умею проверить крутящий момент шуруповерта. Что я сделал? Взял вот такой переходник, взял динамометрический ключ на 200 ньютон, зажал квадрат в тиски, все это дело вот так вот в этот самый в шуруповерт и крутанул. Помимо того, что я чуть не выкрутил себе руки, так я, наверное, еще и ключ угробил. Короче, фокус в том, что мой ключ на 200 ньютон, который рассчитан, показал 240 ньютон. Рывок. К сожалению, больше таких экспериментов я делать не хочу. Хотите, верьте мне, хотите, не верьте. Но вот, что показало, то показало. И очень боюсь, чтобы я не съел свой динамометрический ключ, так как он рассчитан на всего лишь 200 ньютон, а показал 240. Но там по паспорту, по-моему, 25% его можно немножко еще и перекрутить. Точно не помню. Но больше таких экспериментов я не хочу. Вы уж извините. Дальше читаем. Подходит для ледоруба, ну скорее для ледобура. Функция удара, металлический матрон. Смотрите, тоже опечаточка. На 13 мм. Металлический редуктор обеспечивает долгий срок службы. Смотрим здесь. Два аккумулятора в комплекте по 2 ампер-часа. Здесь тоже, друзья, не то опечатка, не то они перепутали коробку вот этого комплекта, да, и положили сюда. Так как в комплекте у нас два аккумулятора по 4 ампер-часа. То, что и нарисовано. Смотрим, что у нас здесь дальше. QR-код службы поддержки заклеила Валберес, видите, своей этой лейбой. Ну, а здесь у нас шуруповерт модель C120. Характеристики: мощность. Но опять же, не мощность, а крутящий момент 120 ньютон. Количество оборотов на первой скорости 450, на второй 1800. Вот это мы с вами с легкостью проверим. Аккумулятор здесь уже видите 4 ампер-часа. То есть производитель пускай немножко внимательнее относится к тому, что здесь пишут. Материал корпуса композитный металл АБС пластик. Вес без аккумулятора 1,5, с аккумулятором 2,1. Это мы с вами тоже все легко проверим. Вскрываем. И получаем вот такой вот чемодан. Чемодан. Да, по чемодану, друзья, останавливаться я не буду. Смотрите предыдущие обзоры инструмента DVTech. Вот инструмент показал себя с положительной стороны. Полностью соответствует заявленным характеристикам. То есть, что касаемо было гайковертов. Идеально. Все просто идеально. Данный чемодан я проверил своим весом. Становился и пятой точкой садился. Все выдержало. 85 кг. Смотрим комплектацию. Сразу нас встречает, вот видите, все переложено вспененным полиэтиленом и ихняя предупреждайка. То есть перед работой обязательно дозарядить аккумулятор. А то наши люди купили гайковерт, допустим, ну либо шуруповерт. Достают аккумулятор, чик, ага, так тут 100%. А фиг там, тут нет 100%. Тут от 50 до 75% заряда. И идут крутить свои там колесные болты, гайки. И когда гайковерт, допустим, не справляется, сразу идут писать отзыв, что это Г, это Х, и т.д. и т.п. Так что, друзья, сразу перед работой дозаряжаем до 100% аккумуляторы, а потом уже пишем это Г и это Х, если вдруг чего не так. Вот такие два аккумулятора, видите, 10 батарей внутри. Так, индикатор заряда присутствует, площадка контактная под Фэнгбао либо Нанвей. Вот, кому как нравится. Мне лично нравится под Makito, у меня весь инструмент под Makito, а вот мой товарищ собирает именно вот под такие вот площадки инструмент. Так, что у нас здесь? ИНР 18650, 4000 мАч, 5C, ну 2P соответственно, да, две параллели. 18,5 вольт, 4 ампер-часа, 74 ватт-часа наш аккумулятор. Инструкция, как всегда, у DVTech на русском языке и как всегда вот с предупреждайками. Это не бери, это сюда не сунь, так не крути. Короче, классная инструкция. Вот на досуге, кто первый раз сталкивается с инструментом, обязательно прочитайте. Ну и вот
Кому, опять же, не дай бог нужно, сервис-центр, адрес. В комплекте зарядное устройство на 2 ампера. Вот так это все дело выглядит. С европейской вилочкой. Опять же, обращу внимание, что плохо-плохо, что нет вот этих вот петелек, чтобы повесить можно было на стенку. Не всегда удобно на столе. Я, допустим, повесил бы себе на стенд, и все это дело висело бы. Так, ну и вот наш гайковертик. То есть этот шуруповертик. Я уже по привычке все называю гайковертами. Так, смотрим внешний вид. А внешний вид, друзья, просто замечательный. Даже шва не видно практически. Смотрите, как все собрано. И собрано, видите, уже какой дизайн. А-ля карбон. Переливается. И вот такая, как, не знаю, как шелк, как бархат. То есть очень удобно, приятно, классно лежит в руке. Класс. Собрано все очень четко. Нет никакого облоя. Видите, здесь даже и шва почти не видно. Смотря под каким ракурсом. То есть собрано достаточно добротно. Здесь вроде бы как должна быть кнопочка, но здесь она вроде бы ничего не переключает. Давайте-ка мы с вами это все дело проверим. Да, там что-то светится, горит. Буквочка Е, да? Ой, кому я показываю, не знаю. Ну вот, еле-еле что-то горит. Но... Не, ничего не переключается, абсолютно ничего. Ничего не переключается, поэтому тут просто заглушка. Вот, так, ну что ж, давайте мы с вами делаем контрольное взвешивание. Люди просят и с аккумулятором, тем более у нас написано без аккумулятора у нас 1,5 килограмма. Ну, давайте проверять. Да, почти соответствует, 1456 грамм. И с аккумулятором 2,1 килограмм было написано. Устанавливаем. Да, 100% попадания. 2 килограмма 76 грамм. Ну что ж, давайте, наверное, аккумуляторы отдельно тоже взвешу, покажу. 622 грамма. И этот аккумулятор 622 грамма. То есть полностью братья-близнецы. Замечательно, отлично. Что мы имеем? Имеем металлический патрон. Так, а блокировочка-то у нас есть или нет? Сейчас посмотрим. Да, шпиндель не провернуть. То есть у нас механическая блокировка шпинделя. Что есть очень-очень хорошо. Колечко у нас тоже проворачивается легонько. Многие спрашивают, для чего это колечко, чтобы проворачиваться. То есть, если мне надо что-то более-менее точно просверлить, и все это делаю 2 руками, то есть я хватаюсь вот здесь вот за кольцо и таким образом позиционирую, допустим, там какое-либо тоненькое сверлышко. Держу и спокойно, видите. То есть спокойно могу позиционировать. Вот для таких вот целей все это дело предназначено. Итак, смотрим, что у нас здесь есть. Переключатель высокая и низкая скорость. Вот так, по-моему, будет высокая скорость. Да, спрятана буква H, высокая, а открытая LOW. То есть можно переключить на LAV. Вот часто производители делают наоборот. Пускай бы здесь уже была буквочка H, что обозначало бы, что он стоит на высокой скорости. А так он обозначает, что сейчас уже можно переключить на низкую скорость. Вот такая низкая скорость. Ко всему можно скорости регулировать нажатием на кнопку. Давайте смотреть. Ух ты, смотри, какая низкая скорость. Первая. И так четко ловится. Вот вторая. Вообще шикарно. Ну, сколько ступенек? 2. 3. 4, 5, 6. 6 ступеней. И первая ступень меня поражает, пожалуйста. Вот такая вот маленькая скорость. Супер. Так, на режиме шуруповерта у нас есть кольцо усилий с 20 усилиями. Итак, давайте смотреть усилия. Первое. Зажимаю. Ну, крутить саморезики в очках отлично подойдет. Давайте что-нибудь там побольше. О, тут уже руку даже подворачивает. Поэтому больше я даже переключать уже не буду. Я его просто не удержу. Даже на 13 позиции. Да, все. Ах, рука горит. Отлично. И смотрите, как переключается у нас кольцо усилий. То есть вот такие вот
четкие щелчки. А то возьмешь шуруповерт со светофора, а там, блин, надо еще как-то умудриться вот попасть. Щелчков практически нету. Ну, не во всем, конечно, их инструменте, но бывает, попадают такие модели. Так, что у нас есть? Режим сверления. Просто сверление, то есть кольцо усилий у нас уже здесь никак не участвует. Да, я зажимать не буду, но его в баню. Ну и режим сверления с ударом. Работает все, в принципе, отлично. Сейчас займемся измерением оборотов. Для этого я вот подзарядил аккумулятор до конца, чтобы было видно. Вот. И, друзья, никому, наверное, не секрет, что это видео я перезаливаю второй раз. Почему перезаливаю? Потому что очень сильно я облажался в измерении оборотов в первом выпущенном мной видео. Вот. И, как всегда, DVTech подтвердил свою честность с заявленными оборотами. А я измерял обороты вот следующим образом. Смотрите, ага, не покрутишь. Ну, обращайте внимание. Метка, метка. Две метки. Никто, друзья, в ютубе этого не заметил. Точно так же, как и я, вот прямо сидя за столом, этого не заметил. Вот, заметил только один человек, написал мне комментарий в рутубе, говорит, что-то ты нас проверяешь, типа на лохов, сам наклеил две метки и говорит, что там 800 там, с копейками оборотов. Я, елки-палки, сразу побежал смотреть, ну и вижу, что да, облажался я по полной, поэтому решил вставить кусок в данное видео, новый кусок с новыми измерениями оборотов и перезалить видео, дабы все было, как говорится, по чесноку. Сильно извиняюсь, да, и перед вами, друзья, ну и перед фирмой, конечно, DVTech, что чуть-чуть, как говорится, не подвел. Ну а мы давайте измерять обороты, уже точные и правильные. В основном делаю обзоры по ночам, наверное, сказалось, может быть, усталость, может быть, невнимательность, ну вот как-то так. Так, включаем тахометр и сразу буду измерять обороты на пустой головке, дабы убедиться, что головка не дает паразитных отражений. Поехали. На дисплее нолик, что значит 0 оборотов. А мы переключим сразу на первую скорость, то есть режим у нас сверление и первая скорость. Ну что ж, и измеряем. Поехали. Видите, 800 с копейками оборотов. Вот теперь отклеиваем вторую наклеечку, которая нам все это дело испортила. И измеряем уже точно. Погнали. — 433 оборота. Делаем повторное измерение. 433 оборота, что целиком, я считаю, и полностью соответствует заявлению производителя. Итак, переключаем на вторую скорость, и мы должны с вами получить плюс-минус заявленные 1800 оборотов. Вперед! — 1710. Так, и повторное измерение. То же самое, 1710 оборотов, что я считаю тоже плюс-минус соответствует заявленным 1800 оборотам. Вот, друзья, какие бывают ситуации в горе, с горе-обзорщиком, так сказать. Но все это дело, слава богу, поправимо. Вот, решил сделать эту вставку в это же видео с новыми измерениями. Поэтому еще раз дико перед вами извиняюсь, но опять же извиняюсь перед фирмой DVTech. Как всегда, DVTech славится своей честностью. Вот даже они, знаете, что они, ну, вы, наверное, когда смотрите мои видео, то это все дело видели. То есть в последнем, в крайнем обзоре их гайковерта они указали, что гайковерт 500 ньютон, а гайковерт взял на самом деле намного больше. В то время как такой же гайковерт, там я не помню, другой фирмы, был заявлен уже в 600 ньютон. Поэтому очень-очень честная фирма. Все, ну сверление с ударом я вам показал, конечно же. Вот так это все дело работает. Да, друзья, наверное, от себя я вам, наверное, не порекомендую сверлить
бетон сверлами там, не знаю, 12-15 миллиметров. Ну, для этих целей есть специальный инструмент под названием перфоратор. А вот я сам частенько пользуюсь шестерка, восьмерка. Ну, бывает даже десяточка. Где-то что-то повесить, полочку, картину, да. Просто замечательно, чтобы не доставать там этот мощный, массивный инструмент. Все, разбираю, смотрим, что там да как у нас внутри. Итак, первым делом по многочисленным просьбам я разобрал аккумулятор. Вот такая у нас плата. 3 мосфета. Так, есть 2 шунта, ну то есть плата не беды, как говорится. Так, что у нас с индикатором? Достаем, ну и пробуем вытянуть. Вот, все так заклеено, видите. Ну, аккумуляторы, они бывают и розовые, все эти вот SJ. На такие аккумуляторы, вот именно от DVTech, я делал видеообзор. Поэтому, кому интересно, смотрите. Вот только по платам я не помню, какие там были платы. А так, плата здесь довольно неплохая стоит. Очень даже неплохая. Датчик температуры я уже показывал. Он впаян сюда. И он через какую-то там пластиковую трубочку приклеен по ходу к аккумуляторам. То есть все защиты как бы основные здесь есть. Так, все, давайте сейчас разбирать шуруповерт. Первым делом открутил заднюю крышку. Она будет являться опорой подшипника ротора. Да, так оно и есть. Сейчас попробуем, наверное, вытянуть прямо сюда. Нет, не попробуем. Не за что взяться, друзья, ротор. Да, не за что мне здесь уцепиться пальцами. Ладно, разбираем дальше. Раскрутил я шуруповертик. И давайте потихонечку смотреть. Вроде бы все открутил, вроде бы все. Как его разобрать? Редуктор не снимается сразу. Теперь совсем непонятно. Оп. Есть контакт. По пластику смотрим. Пластик, как всегда, замечательный, толстый, отличный, инструментальный, с множеством различных перегородочек и ребер жесткости. Ну и вот так все это дело выглядит. В принципе, как всегда и как обычно. Значит, токосъемная площадочка под фанекбау. Провода припаяны замечательно. Вот такой вот контроллер. Не пластик, алюминий. Значит, что-то у нас там где-то написано. Я даже не могу понять, каким боком. Сейчас, секунду. Ага, вот так вот. Ну, надеюсь, вам видно марку и модель контроллера. Значит, на контроллере кнопочек нету, есть только светодиодик, который мы видели горит. Конденсатор на 500, по-моему, микрофарад. Нет, 35 вольт, 1000 микрофарад. Все замечательно, все в пыли. Так, и снимаем дальше кнопку переключения отдельно. Так, вынимаем все это дело. И вот у нас все развалилось. Смазки 0. Очень плохо. Не, смазка здесь есть. Вот, смотрите, какая лежит этот самый. А вот в редукторе-то ее нифига-то и нету. Есть там, я вижу, есть небольшое количество, но этого недостаточно. Поэтому смазку я подложу в редуктор. Друзья, дальше разбирать не буду, вы уж извините. Я думаю, все прекрасно понимают устройство данного редуктора. Вот. Здесь какая-то есть маркировочка. Смотрим, кому интересно. Все прекрасно понимают устройство данного редуктора и смысл в его разборке. Смысла, вернее, я, честно говоря, не вижу. Я единственное, что сделаю, так это добавлю вот такой вот, кому интересно, смазкой.
Пихаю ее везде, данную смазку. Она у меня уже закончилась даже. Запихну-ка я порцию и сюда. Вот прямо вот так. Довольно неплохая смазка, мне это нравится, но хотелось бы такая, которая клеится, как бы тянется. Пока особо было не нужно, я сильно не искал. Ну вот этого количества, я думаю, здесь вполне себе достаточно. Так, ну а мы смотрим движок. Опа, вот такой вот ротор, в принципе 26 миллиметров, наверное, как всегда и как обычно. Так, принес штангенциркуль, ну давайте измерять. Людям интересно. Да, 26 миллиметров, стандартный движок. По металлу что у нас тут получится? Тоже 25,61, тоже можно сказать 26. Ух ты, как клеишься, подшипники 16 миллиметров. Этот подшипник, видимо, такой же, да, 15,97, 16 миллиметров. Так, что здесь еще померить? Вроде бы все померили. Ну, крыльчатку уж кому интересно. Не знаю, кому-то интересно. 50 миллиметров крыльчатка. Обычно крыльчатка равна диаметру двигателя. Да, видите, 50 миллиметров диаметр движка. Так, ну и что по проводу? Опять же, давайте замеряем провод. Где тут его взять? О, вообще чудесно. А, друзья, тут провод, я вам скажу, просто даже на глаз конский. Будет порядка, я думаю, миллиметра. Так, у нас 0. Сбросим и меряем. 1,2 миллиметра провод. Не хухры-мухры. И здесь уже его я могу померить. Видите, идеально, точно взять. Вот второе место. Падает все. 1,22. Вот тоже место. То есть беру я его просто класс. Подлезть место. 1,2 миллиметра. Просто замечательно. Давайте еще в одном месте. Вот здесь. Я смогу его очень хорошо взять. Пожалуйста, 1,2 миллиметра. Кто-то мне писал, что такого провода быть не может. Вот вам такой провод. Ну что могу сказать? Супер, конечно. 1,2 миллиметра провод, это уже да. Это уже может даже соответствовать 120 ньютон. Но опять же не знаю, как проверить. Все, друзья, вот все эти тарарыночки, видите, я разбросал. Теперь я собираю и пойдем что-нибудь как-нибудь посверлим, проверим, на что он способен. Итак, народ, будем с вами делать лесенку, меня как-то просили. Давайте делать лесенку. Значит, шуруповерт, первая скорость и первое положение кольца усилий. Будем делать лесенку. Поехали. Первое положение. А, да, брус у меня 50 на 72. Брус не гнилой, просто сухая древесина. Поехали. Все, видите, стоп. Итак, второе положение. Где-то рядышком. Стоп. Вот насколько глубже. Итак, третье положение. Делаю по положениям, так как, друзья, я пробовал. И на шестом положении вот этот брус провалился. Сразу предупреждаю, рассказываю. Поехали. Так, у нас положение третье, все верно. Четвертое. Пятое. Шестое. Уже должен саморез загнаться до конца. Так, я подберу только не особо БУ. У меня тут они бэушные. Шестое положение. Погнали.
О, остановился. Ну и 7. То есть вы... Ух ты! В лавку закрутил. Печалька. Ну, то есть вы поняли, что до конца он может его закрутить. Вот такая вот получилась лесенка. И 7 положение, видите. 100-й саморез. Саморезы. Длина 100 миллиметров. Он в эту древесину 72 миллиметра загоняет до конца. Так что шурик зверский. Ну, а мы с вами продолжаем опыты. А теперь попробуем. Смотрите, брус 100 миллиметров плюс брус 50 миллиметров. Закрутим 200-го глухаря. Конечно же, хотя давайте попробуем максимальное усилие для начала. И попробуем сразу шуруповертом. А дальше дожмем уже на сверлении. Конечно же, эта штука не предназначена для кручения вот таких глухарей. Для их кручения нужен винтоверт или даже гайковерт. Но мы с вами дадим ему прикурить. Итак, у нас режим шуруповерта. Первая скорость. Усилие 20. Попробуем. Так, тут у нас сучок. Вот давайте где-то вот здесь. Все. Вот столько он загнал. Сейчас посмотрим, сколько на 20-м усилии. Так, осталось у нас 55 миллиметров, значит 45 миллиметров, ну в смысле 155, 45 миллиметров вошло в сам брус. Переключаю на сверление и пробуем, что у нас получится дальше. Главное, чтобы руки не повырывало. Поехали! Друзья, остановился сам, так как уже, наверное, 5 сантиметров осталось, и это конец. Но еще немножко, потому что, боюсь, там же винт тисков. А я думаю, вы все верите, что он может, что он крутит. Так, и давайте я покажу. Раскручу, достану вот этот вот брусок. Не раскручиваются тиски. Так, я немножко камеру отставлю. Вы уж извините за длинное видео, но вот вам, пожалуйста. Брус хоть и лопнутый, но он свежий, пропитанный отработкой. Вот такая вот вещица. Ну, а сейчас попробуем выкрутить. Вот такие вот дела. О, произошло падение гайковерта. И посмотрим, видите, как рвет руки. Я что-то не ожидал. Я не ожидал. Поехали. Вот вам наглядный пример из того, что я рассказывал о моем динамометрическом ключе. То есть чуть не выкрутило руки, и ключ зашкал на 240. Вот. Не знаю, как я, друзья, измерить момент, но падение гайковерт пережил удачно. То есть шуруповерт. Все с ним аккуратно. Все снимается, застегивается. Ничего нигде не лопнуло. Упал примерно с высоты, ну, сколько тут? 1,10 м где-то. Фу, все, идем дальше. Так, народ, а теперь, как всегда у меня 50-е перо. Перо, даже не Форстнера, а просто перо. Форстнера у меня нет, к сожалению, поэтому 50-кой будем сверлить данную колодку. До конца сверлить не буду, упрусь в асфальт. Сам стою на колодке. Ну что ж, поехали. Оп. Вот такие дела. Пару раз он останавливался. Ну, конечно же, я сильно запирал сверло. Вот такое дуплецо получилось. Волокёсь, мама не горуй. То есть, смотрите, в комплекте нет рукоятки. Место под рукоятку есть. Вот, место под рукоятку есть.
докупить рукоятку, и это будет классный ледобур. Причем 100%. На малую скорость. И можем бурить. Давайте еще разок на малой скорости. На малой скорости я его вообще туда упираю, а он не останавливается. Вот. Вот такие дела. Так что шурик классный. Волокёть, мама, не горюй. Ну и все, пойдем еще раз испытаем. Ну а испытывать будем, как всегда, на моем бордюрном камне. Кто не верит, что это бордюр, смотрите профиль. То есть все скошено, заводской дорожный бордюр. Как я говорю, сюда пропаренный, прожаренный и проваренный. Так, поднимем немножко выше. И будем использовать режим сверления с ударом. Сверло 8 миллиметров. Здесь никаких отверстий нету. Надеюсь, вы видите. Давайте я покажу. Все целенькое. Отверстие у нас там от прошлых опытов, экспериментов. Ну и погнали сверлить. Так, включу большую скорость. Это замечательно, клянусь Богом. Так. Ну вот, загнал по самое не хочу. Друзья, как я и говорю, 8-кой, 6-кой, ну максимум 10-кой. Грубо говоря, для мелких работ, для пару отверстий можно пользоваться смело. Да я и пользуюсь своим. У меня Хеймердингер старенький уже. Вот. А для больших диаметров, конечно же, друзья, используйте соответствующий шуруповерт, хотел сказать, перфоратор. Вот, сегодня был у нас вот такой вот шуруповертик. Реально, друзья, зачетный, мощный. Ну вот, можно смело использовать, опять же, повторюсь, в качестве ледобура. К сожалению, бура у меня нет, не рыбак. Ну и сейчас, в принципе, у нас не зима, чтобы все это дело проверить. Все, всем спасибо за внимание, кто был со мной. Всем здоровья, удачи, до новых встреч, до новых видео. Пока! Спасибо за внимание.